В этом видео мы посмотрим на лучший херопак на Железного Человека в моде Fisk Super Heroes. Он добавляет более 40 костюмов Тони Старка, огромного Халкбастера и даже уникального Марка 100 с кучей способностей. И я не шучу, их тут правда очень много. Также много, как и людей, которые смотрят мои видео без подписки. Поэтому подписывайся на канал, до 100к осталось совсем немного. А начнем мы, конечно, с Марка 1, который Тони Старк собрал сидя в яме из металлолома. И все, что он умеет, это выпускать огонь из огнемета и летать на этом же огне. А когда топливо закончится, нужно будет запитать костюм углем. И как вы, наверное, знаете, в самом моде Фиска тоже есть Железный Человек, но способностей у него, правда, очень мало, только репульсор и режим охраны. Soul Industries исправляет это, и уже начиная с Марка 2 у всех костюмов появляется выстрел из реактора. Не знаю, почему Фиск его так и не добавил, он сюда идеально вписывается. Более того, в этом херопаке реализован даже Джарвис. Нажав Shift плюс G, его можно включить, и теперь он будет периодически показывать мое состояние. Например, здоровье, биом и прочность костюма. А если нажать на V, то он просканирует мобов в радиусе 15 блоков и покажет мне, кто тут есть. У него тут реализована даже проблема обледенения. Если я подлечу на высоту выше 170 блоков, то костюм просто отключится на пару секунд. В следующих костюмах эта проблема была, конечно, исправлена, а также были добавлены ракетки из плеч брони. Один из самых необычных костюмов — это, конечно же, Марк 5, и он находится вот в этом кейсе. Для того, чтобы его надеть, надо сначала поставить кейс, нажав на кнопку, а потом активировать. И прямо как в фильме, костюм на меня надевается с прекрасной анимацией, но способности у него самые обычные. А вот в Марке 6 уже появился лазер, и после использования его нужно перезарядить с помощью редстоуна. Костюм военного сюда, конечно же, тоже добавили, и у него есть очень много пушек. Одна на плече и еще две под руками. Все они стреляют типа патронами, но отличаются тем, что пушка на плече не отталкивает, в отличие от других. Начиная с Марка 7 появляется тот самый режим охраны, и дальше он будет у всех костюмов. Поэтому можно собрать целый Железный Легион, который будет вас защищать. Только представьте, что будет, если поставить все костюмы охранять один дом. Следующие костюмы уже очень похожи и не сильно отличаются. Но, например, у Марка 9 есть возможность включить скорость при полете. Это даже не максимальная скорость, но даже так мир уже не успевает прогружаться. Кстати, если вам тоже это надоело, то советую поставить мод Анжелика, который это исправляет. Подробнее о нем я написал в своем телеграм-канале. А вот Марк 15 по прозвищу Хитрюга уже имеет стелс-мод, а именно смену цвета костюма и бесшумные шаги. Эта способность была улучшена в следующей модели, и Марк 16, помимо изменения цвета и лезвий, может включить полную невидимость. А Марк 27 выносит это на новый уровень, и у него уже есть полноценный камуфляж. Если вставать на определенные блоки, то текстура костюма будет под них подстраиваться. Конечно, это сделано не для всех блоков, но все равно можно использовать. Марк 19 Тигр имеет увеличенную скорость и еще более ускоренный полет с максимальной скоростью 470 км в час. И получается, мы посмотрели только меньшую половину костюмов, а значит, самое время написать в комментариях, какой твой любимый костюм Железного Человека. Дальше посмотрим на Марк 23, и у него есть одна уникальная способность, и чтобы ее активировать, надо сначала зарядиться в лаве. И не переживайте, у него есть защита от огня. А потом можно использовать лучи из репульсоров. Следующие несколько костюмов предназначены для копания. Например, Марк 25 имеет отбойные молотки на руках. Их можно использовать для того, чтобы сделать удар по земле, но это еще не все. У Джарвиса теперь появилась новая функция, а именно обнаружение руд. Если просто нажать Shift, то он скажет, что где-то рядом со мной находятся алмазы. И если я тут немного покопаюсь или сделаю вот так, то вот они, эти алмазы. И фишка в том, что каждый костюм находит какую-то одну определенную руду. Марк 26 изумруды, Марк 28 этерниум, а Марк 29 тутридиум. В Марке 31 произошло очередное улучшение скорости, и у него уже 5 дополнительных уровней. А это значит 542 км в час при максимальном ускорении. Но даже это еще не предел. У Марков 34 и 35 есть уникальные клешни, которыми можно охватать мобов и даже менять расстояние. Марк 36 тоже получил уникальную способность, и это звуковые репульсоры, которые очень сильно замедляют врагов. А это у нас Марк 38. Зовут его Игорь, и он заметно выше других костюмов. Наверное,
Наверное, можно назвать его прототипом Халкбастера. И у него есть пару уникальных способностей, а именно небольшое землетрясение, Smash Ground, который накладывает спешку, и вот такой новый удар по земле. А еще он может вот так танцевать. Ну и обычные способности тоже никуда не делись. А на шифте из него можно выйти и включится режим охраны. И он еще вот так наклоняется, чтобы можно было войти обратно. Марк 39 выполняет очень важную функцию в моде. Если подлететь на высоту выше 1000 блоков, то меня телепортирует на Луну. Так могут еще Марк 50 и 85, но о них чуть позже. И тут можно летать, добывать руду и общаться с марсианами. Марк 40, дробовик, это самый быстрый костюм Железного Человека. У него уже 7 уровней скорости и есть даже кнопка буста. Используя все это, можно достичь максимальной скорости 798 км в час. Это абсолютный рекорд. А следующие костюмы, которые я буду показывать, пока что доступны только в платной версии Хиропака. Не все из них полностью закончены и, наверное, когда-то они станут бесплатными. Ну а пока давайте на них посмотрим. Это Марк 43. На первый взгляд, самый обычный костюм Железного Человека. Но его главная функция — это кнопка трансформации. Нажимаем, и происходит вот это. С неба прилетает Халкбастер, и я в него сажусь. Оп, оп. Он закрывается и подходит на место. И теперь я Халкбастер. Ему не так давно сделали новую модель и текстуру, и он выглядит просто шикарно. Из способностей, конечно, есть репульсоры и даже луч. Также выстрел из реактора, землетрясение и полет с крутым приземлением. А если открыть шлем на правый shift, то можно увидеть тот самый Марк 43. И чтобы выйти из Халкбастера, нажимаем на ту же кнопку трансформации. Марк 42 только недавно начали разрабатывать, но он уже очень интересный. Когда вы впервые его наденете, костюма вы не увидите, потому что его нужно вызывать с помощью кнопок. Начнем с ботинок. Вот они ко мне прилетают, и теперь у меня работает полет. Дальше идут штаны, но они вроде как ничего не дают, ну может быть скорость. И надеваем нагрудник. Все эти анимации брони сделаны очень плавно, респект тому, кто их делал. Ну и остался шлем. Конечно же, это та самая анимация из фильма. Оп, и готово. С ним добавились ракетки и Sentry мод. Марк 41 тоже еще в разработке, и его фишка в том, что он может разбираться на части и вот так вот бить. А также у него есть способность вызвать Железный Легион. Анимация очень классная, и теперь вот эти ребята будут за мной летать и повторять, а именно стрелять из реактора или репульсоров. И через время они красиво улетают. В базовом моде есть еще Марк 50, но у него всего 3 способности. Поэтому этот Хиропак добавляет свою улучшенную версию. Репульсорная пушка никуда не делась, даже улучшилась. Теперь она может как просто стрелять, так и выпускать луч. А вот протонных пушек уже не было, и они выглядят просто идеально. И убираются назад. Щит у него тоже остался, и появилась даже новая вторая текстура. А клинков вообще стало 3 вида, все которые были в фильме. И тут можно выбрать, включить либо клинки, либо кулаки, которые Тони использовал против Таноса. С их помощью можно делать землетрясение и Smash Ground. Кстати, если задержать Shift на пару секунд, то активируются фиксаторы для ног. И теперь я не могу ходить. Ну и остался только полет. У Марка 50 он ускоренный, и можно сделать его еще быстрее с помощью гигантской турбины. И если вы думали, что это самый крутой костюм, то забудьте, потому что тут есть еще Марк 100. Это, конечно, выдуманная модель, и поэтому тут авторы разгулялись и добавили ему больше 20 способностей. Для этого у него есть 5 режимов, от А до Е. Начнем, пожалуй, с полета, потому что он у него изначально выглядит как ускоренный полет Марка 50. И то, что находится на спине, меняется в разных режимах. Но если нажать буст, появляется вот такая бандура. Я даже не знаю, как это описать. Режим А — это полная копия способностей Марка 50, а вот режим Б изменяет его пушки и делает их вот такими огромными. Режим С имеет много способностей, взятых от других костюмов. Например, вот такие штуки, как у Марка 49, которые позволяют стрелять. Также есть репульсоры от Марка 85 и различные дополнения из старых костюмов, типа клешней и отбойных молотков. В режиме D его репульсоры стали еще страшнее, а также появились огромные ручные лезвия. И в последнем режиме E у него есть новый концентрированный луч и вот такая огромная импульсная пушка. А на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал и посмотри вот это мое видео про Железного Человека в китайском Майнкрафте.